Всех приветствую на канале Меловой. Сегодня сорт пломбир, как я, собственно, вам всем и обещал. Вот, пломбир. Первое, что хотелось бы сказать, это про сорт Арлекино. То, что я сказал, что он чем-то схож с кокосом и тюменским. Он по твердости схож, но когда он более досох, мне вот недавно тюменский пришел, причем пришел тюменский. Я почему сказал, что они схожи? Только по одной причине, потому что в последнее время тюменский приходит не оригинальным, немного другой, такой песочный и так далее, да? А в этот раз тюменский пришел какой надо. Он просох у меня, я пробую, понимаю, что с Арлекино они полностью разные. Арлекино, но у Арлекино я еще пока не встречал именно из моего ассортимента, да, каких-то схожих сортов, потому что он такой именно даже по самому вкусу специфический. И я как-то не мог вот это вот слово именно подобрать, как можно описать его вкус. И сейчас сорт пломбир. И не просто так я об этом говорю. В общем, давайте я буду пробовать. Во-первых, снаружи рука чистая, да? Он просто настолько же очень мощно маркий, как и сорт Арлекино. Но это пломбир. Давайте, в общем, я его буду пробовать. И начнем, пожалуй, вот с такого небольшого кусочка. Поехали. Описания у данного сорта нету, потому что он, в принципе, это новинка как в целом среди мелов, так и в моем ассортименте. Данный сорт является песочным, жестко песочным. В месте раскуса он жесткий, именно шершавый весь идет. Колется именно на куски такие, как рассыпающиеся. То есть не так, что плитками или просто пластинками какими-то снимается. Проблематично колется, наверное, проще так сказать. Следующий момент. Внутри этот песочный сорт, как я в предыдущем ролике и говорил, бывают сорта песочные, где попадаются всякие окаменелости, и то есть ты на практически каждый укус выплевываешь его. Здесь же такого нет, то есть он внутри чистый. Вкус. По вкусу давайте нужно еще раз откусить, чтобы подсказать. По вкусу есть схожесть с меловой классикой, это с сортом Чураева. Я, видимо, недавно из-за того, что проснулся, еще нет. Не до конца проснулся. С сортом Чураева. И он где-то такой пропадающий немного вкус, что ли, наверное, так можно его назвать. Но в целом, почему я говорил, похож с тюменским и с кокосом, потому что время от времени попадаются безвкусные куски. То есть я вот сейчас откусил, и в этом месте он такой достаточно безвкусный был сорт. А вот тут уже откусил, будто, я не знаю, белая гора или что-то такое. Прям отчетливый вкус побелки. Классический меловой вкус.
крупинка прям очень долго, это уже от Белой горы отступления. Держится очень долго, до конца практически, потому что сорт как-никак песочный. Скрип есть, но он не такой уж песочный, что как, допустим, курабей и так далее. Жесткий, да. Если сравнить с сухими сортами, то, конечно, отличия есть. Я просто наслаждаюсь. Почему? Потому что после предыдущего ролика я же решил, что теперь буду кушать только когда записываю ролики. Не совсем у меня это получилось, но что получилось? Следующий целый день я не ел мел. Вечером я съел 2 или 3, по-моему, кусочка пиленого, то есть это... Там пиленые такие, грамм по 30, поэтому всего грамм 100, наверное, съел. На следующий день думал, получится совсем не кушать, но тоже не ел. И в конце дня, тоже к 9, может, вечера, съел там грамм буквально сколько, 70, может быть. Еще некоторые делают, как, допустим, они его жуют, выплевывают. Ну, так, конечно, мне не интересно. То есть я начну его жевать, в итоге проглочу. Так что нет, так лучше не делать. Так, и в итоге сегодня у нас какой? Вчера вот был день. Вчера я съел сколько? Тоже не больше 100 грамм. И вот сегодня уже ролик записываю, поэтому... в общем, ребят, по поводу этого сорта. Сорт пломбир, по факту. А на деле они появились, во-первых, с Орликино, да, в один момент. Они для меня лично абсолютно одинаковые. Они одинаково марки, очень сильно марки. Одинаково чисты внутри. Одинаково сильно или средние, я бы даже, наверное, средние, да, откусываются. Одинаково держится крупинка. Одинаковый вкус, одинаковая местами безвкусица, как сказал, одинаковая чистота внутри. И что самое важное, у них, почему я сказал, они не похожи на другие сорта, в том плане, что нету прям, аналогичных, да. У них как местами безвкусица, так местами еще прослеживается какой-то такой сладковатый привкус. Но вот у Феникса он, допустим, есть, да, но у Феникса он свой, а здесь он тоже свой. И вот этот вот привкус, он с другими сортами ни с какими не похож. А если мы возьмем, допустим, вот этот сорт, какой он идет по структуре, по строению, по вкусу, да, и мы возьмем сорт Орликино, если у них это все схоже, а еще и вот этот вот привкус схож, то как бы напрашивается сам по себе вопрос, что это, по сути, лично для меня это один и тот же сорт. Кто-то скажет, они там различаются. Возможно. Но я вам говорю вот как есть. Пломбир и Орликино. Для меня абсолютно одинаковые сорта. А следующий сорт в моем ассортименте интересный. Как я сказал, это будет аналог. Точнее, противоположность данного сорта. Это у нас сорт пломбир, а следующий сорт будет ваниль. Как я понял, там что-то жирненькое. Возможно, глиномел, возможно, просто очень хорошенький такой жирненький мелок. В общем, тоже новинка. Посмотрим, на что будет похож он. И, собственно, вот такой вот у нас, собственно, мел песочный пломбир. Вообще, в идеале бы было, если бы пломбир был какой-нибудь меловой классикой, типа Белой горы, потому что название такое прям пломбир. А тут оп, и песочный сорт. Да,
немножко я думал, что по названию, да, другое будет. В общем, с вами был канал Меловой. Подробное описание, оформить заказ. В общем, все это находится в описании ролика и в комментариях. Всех жду, собственно, там. Пишите, кто пробовал пломбир, кто пробовал арлекино, как вам эти сорта, схожи они по вашему мнению или нет. Ну, а я пойду запишу для вас АСМР. Кто-то, кстати, просил АСМР хруст с песочным сортом, с мокрым песочным сортом. И я, в принципе, это сегодня сделаю, так как это у нас что? Это песочный сорт. Ну, а добавить водички, чтобы сделать мокрый хруст, думаю, будет не проблема.